Учитель высших идеалов, 49 лет. Все, вы совершенная личность, 49 лет. И вы еще не старый. А если вы еще и духовный, вы вообще не старый. Вы себя никогда не отождествляете с возрастом. У вас еще куча времени впереди. И что же будете делать? Миссия. Вот тут начинается что-то интересное. Но это отдельная тема, я ее трогать сегодня не буду. Это отдельная тема. 49 лет учитель высших идеалов. Однако, вопрос, а что если я в свои 49 лет так ничего не понял? Ну, то есть эти чакры все заблокированы. Я вот всю жизнь пытался стать деловым человеком через пень-колоду. Меня обманывали уже не один раз, и я тоже не один раз обманывал других. Мои чувства травмированы, я все еще обеспокоен. До гармонии далеко, улыбаться не могу, хожу по улице угрюмый. Вот, философию плевать на нее хотел вообще, никак к жизни не относится. Мудрость – это сказки вообще, не надо, я давно мудрец и сам по себе. О духовной жизни вообще забудьте, вообще мне не говорите. Она не существует, этот дух, он бестелесный вообще. И что делать мне в 49 лет, если я вот так достиг такого вот уровня, достиг такого совершенства? Ведь я же еще не просто глупый, я еще упрямый, как осел, я же жизнь-то прожил, понимаете? Я же это с выводом говорю, уже с окончательным, вот так вот. Как мне на радио сказали, о, это вы все идеализируете. То есть мы в это не верим вообще. Даже об этом не нужно говорить лучше. Лучше вообще забыть про это, и про Бога, и про духовность, забыть, да и все. Лучше вот сейчас с войной в Сирии разобраться, не так ли? Вот такая проблема. Тогда мы должны сказать, что есть еще запас, еще половина жизни остается. То есть какие-то годы у меня еще в запасе есть. Смотрите, теперь в 50 лет я испытаю страх. Это описывает Веды, что мужчина в 50 лет становится как собака. Ну, вообще, он же орел сам по себе. Он орел, он герой, он сильный, он и так далее, мужчина. Но в 50 лет он станет как собака, потому что он теряет уже, если он не реализован. Если он неудачник, то он становится, его психология становится такая, что кто его приютит, туда он и пойдет. Рабское сознание, беспомощность называется. Пойдет в такое состояние. Вы еще не удивляйтесь, бездуховная жизнь такова. И он покрывает это чем? Алкоголем, пьянкой. Потому что это невозможно жить так, вот, чтобы все видели, до чего я дошел вообще. Потому что когда я заливаю все, и так как-то это все, знаете, нейтрализуется. Моя карма как-то улучшается. Хотя бы внешне. Ну, я могу показать, что у меня море по колено. Стакан другой, все нормально. То есть это искусственный такой способ, как бы анестезия, алкоголь анестезирует разум. И кажется, что все хорошо. Затем чувства просыпаются у него, 51 год. Хочу, не хочу. Это дай мне. Вы мне должны теперь. Я тут всю жизнь заработал. Теперь мы все должны. Он начинает такой вот капризный, странный. Потом вдруг начинает быть деловитым и говорить, что вот на самом деле нужно в обществе делать в государстве, что не нужно делать в государстве, что там что-то президент вообще думает, понимаете. И министры, намыло их всех. Начинает проявлять такие деловые качества. И, как вы понимаете, потом начинает философствовать и мудрость свою показывать. Или молодость свою показывать, как это было раньше. Или сравнивать, что было раньше и сейчас. То есть просто это выглядит смешно. Как беспокойство в обществе это выглядит. Он просто беспокоится. Потому что он так и не освободился от зависти. Любовь так и не развил. Он будет только критиковать, беспокоиться и так далее. Сокрушаться о чем-то. Вот такой сложный психотип. И что самое интересное, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 58 лет у него будет первая любовь. Вот это самое трагичное. Вот вы смеетесь, 58 примерно, ну, может быть, и позже чуть-чуть, 58-60 лет примерно. У него будет первая любовь, сильное чувство будет к какой-то красивой женщине. Но она его просто осмеет. Это будет травма для него, подобно смерти. Любовь-то будет настоящая, но уже запоздалая. Вот это трагедия будет для человека. Это самое страшное написано для старика – насмешка женщины. Вот это его наиболее всего травмирует. Что он не мудрец, она не будет его уважать, если он не мудрец старый. Он старый. Если он мудрец, все будут почитать его. Но если не мудрец, они будут просто смеяться. Это глубокое унижение для такого человека седовласого. Так что это далеко не смешная вещь. Люди на этом уровне инфаркты зарабатывают. И так далее. Поэтому
Поэтому обычно в 50 лет он не должен начинать все заново, именно буквально. А главное, он должен начать изучать философию и общаться с мудрыми и духовными людьми. То есть тогда он перешагивает как бы через все, имея все этот опыт жизни, он способен перешагнуть через всю эту жизнь, половину, вот так сразу выйти на полусвап год над своей жизнью, увеличить скорость, как бы вот таким образом можно. Общение его вытягивает быстро. Это касается не только пожилых людей, любого из нас. Если мы хотим форсировать это, если нужно это, обычно это не рекомендуется форсировать молодым людям. Постепенно нужно вот через семью пройти, прожить, вот воспитать детей. Но сейчас Кали-юга, мы не уверены, доживем в общем до 49 лет, поэтому иногда нужно форсировать даже вот молодые годы. Можем умереть в 30 лет, мы все это видим. Болезни всякие могут быть. Дети сейчас рождаются с раковыми опухолями. Знаете об этом? Сейчас процент увеличивается. Уже рождаются такие. Поэтому, если вы не уверены, вы можете это также восполнить, это компенсировать общением. Принять духовного учителя, если принимаете. Мадхавачарья принял саньясу в 12 лет. Но это великая личность. И никогда об этом не жалел. Ему не нужно было это все проходить. Это редкость. Но если вы понимаете, что в вашей жизни что-то случилось, и кризис, и безвыходно, и в семье, и там сложно, вам нужно общаться с духовными людьми. Все встанет на место быстро. Это главное, как бы, ключ к успеху. С духовными людьми вы спросите, а где найти? А кто это? Не спрашивайте. Это глупые вопросы. Это не бюро трудоустройства. Я вам сейчас адрес скажу, вон там святой человек живет, пойдите туда. Вот. Он вас примет в часы приема. А он еще документы вам покажет, мудрец. Это все глупости. Как мы сказали, мудрец и гуру в сердце живет. Они не были, не будут, они есть всегда. Если вы хотите в сердце, он сам придет. А какой это будет человек, не важно. Откуда и кто он, не важно. Важно, что он придет как представитель. Это произойдет по законам свыше, о которых мы не догадываемся, но опираемся. Как? Растение растет, благодаря солнечному свету, даже не догадываясь об этом. Также и мы живем, пока еще в мире есть сострадательные, любящие мудрецы. Но мы даже об этом можем и не догадываться. Но стоит нам пожелать, как они проявятся в нашей жизни.